Совсем крохотный, черный котенок горько плакал, сидя посреди улицы огромного города. Хозяин выбросил его, когда шел на работу. Бесконечный поток людей шел мимо, не обращая никакого внимания на трагедию маленькой жизни. Котенок бросался вслед за прохожими, пытаясь привлечь к себе внимание, но всем было не до него. Котенок уже потерял всякую надежду на человеческое сострадание, он уселся в траву, где попытался согреться. «Ой, какой хорошенький!» Вдруг послышался нежный голосок где-то над головой. Котенок не мог поверить своему счастью. Неужели кто-то решил забрать его с улицы? Он тут же принялся громко мурлыкать и тереться мордочкой об руку этой доброй девушки. А Женя засмеялась. «Ты посмотри, какой подлиза, знает, как подход к девушке найти. Ну что, друг, пойдешь ко мне жить?» Котенок снова принялся урчать и довольно щуриться. Девушка рассмеялась и, обняв малыша, отправилась домой. Женя была молодой девушкой, которой ни на кого было рассчитывать, кроме как на саму себя. С ранних лет она оказалась в детском доме, после чего ей удалось поступить в институт. Поначалу жить приходилось в общежитии, где было весело, но назвать это домом вряд ли можно было. Через 2 года государство выделило ей однокомнатную квартиру. Женя изо всех сил старалась сделать свое новое жилище уютным, и ей это удалось. Вскоре появился парень, тоже детдомовский. Возможно, это и сблизило молодых людей на первом этапе. Однако, как выяснилось позднее, Олег вовсе не разделял стремление своей девушки добиться чего-то в жизни. Жить нужно, здесь и сейчас. Часто он любил говорить, оправдывая свой разгульный образ жизни. Чем больше Женя пыталась сражаться за жизнь своего парня, тем становилось хуже. И, в конце концов, случилось то, чего девушка боялась больше всего. Олега посадили в тюрьму. Теперь она его совсем не узнавала. Вместо веселого, симпатичного парня на нее смотрел высохший молодой старик, в глазах которого читалось лишь одно желание – достать очередную дозу, и ради этого он был готов переступить через любого. Поняв всю бесполезность своих попыток вернуть Олега к жизни, Женя приняла трудное для себя решение и прогнала его. Парень ушел не сопротивляясь, его уже давно не интересовала совместная жизнь. Теперь Женя уже полгода жила одна. Она уже начала привыкать к спокойной размеренной жизни без скандалов и драк. А сейчас у нее еще появился новый друг. Этот крохотный, черный котенок, который нуждался в ее помощи и заботе. Познакомив кота с его новым домом, девушка принялась приводить его в порядок. Промыла ему глаза, избавила от блох и других паразитов и даже купила специально для него отдельную миску. И бездомный котенок превратился в настоящего домашнего кота. Резвость молодого котенка постепенно сменялись вальяжностью и размеренностью взрослого кота. Теперь это был большой, красивый черный кот с довольной мордой. Но что не изменилось в этом животном, так это его преданность и благодарность той, которая однажды подобрала его с улицы. А Женя, помимо учебы, начала еще и работать, так что свободного времени было совсем немного. Уходила девушка рано утром, а возвращалась уже под вечер. Черныш подолгу сидел на окне, вглядываясь в проходящих внизу людей, поджидая свою хозяйку. А когда наступали выходные, Женя старалась отоспаться в обнимку со своим пушистым другом. Кот, словно чувствуя это, старался не тревожить свою хозяйку, довольно мурча под боком. Но эта суббота пошла не по плану. Еще и 8 утра не было, как в дверь вдруг начали звонить, а потом сильно стучать. Девушка подпрыгнула от неожиданности, не понимая, что же случилось. Черныш тоже с перепугу запрыгнул на шкаф, оттуда, наблюдая за всем происходящим. Женя подошла к двери и, не спросив, кто там, тут же ее открыла. И это было ее роковой ошибкой. Кто-то более сильный тут же оттолкнул ее внутрь квартиры и захлопнул за собой дверь. «Олег», – удивленно выдохнула девушка. Больше года она уже не видела своего бывшего. Лицо его сильно изменилось. Не осталось и следа от того улыбчивого доброго юноши, которого она когда-то полюбила. «Что, не ожидала?» – обнажив почерневшие зубы, улыбнулся он. Олег схватил девушку за горло и силой ударил о стену. Женя даже закричать не могла, его рука крепко сдавила ей горло. «Пришло время за все рассчитаться, любимая».
Злобно прошипел он, склонившись над ней, будто для поцелуя. Или ты думаешь, я все это время, что с тобой жил, просто так на тебя батрачил, ремонт тебе делал, да порядки наводил. Он швырнул девушку на пол, у меня нет денег. Все еще сидя на полу, пыталась она объяснить своему бывшему, что он и без того знал. Но тот, еще больше разозлившись, схватил девушку за волосы и поднял с пола. «Как это? Нет. А если найду? Телефон свой давай. Да, и ноутбук тоже. И попробуй только в полицию стукануть. Да я ж тебе на ремни порежу». Оттолкнув Женю на кровать, он без зазрения совести начал лазить по ее шкафам, складывая все, что ему понравится, в сумку. Не выдержав, девушка кинулась на него с кулаками. «Уйди, это не твое, это я заработала», понимая, что без компьютера и телефона она не сможет дальше ни учиться, ни работать. «Ах ты дрянь, ты еще и дерешься. Ну, сама напросилась». Повалив девушку на пол, подонок размахнулся, чтобы со всего размаха ударить ее кулаком в лицо. Но в этот момент за его спиной вдруг раздался оглушительный вопль. Парень, не понимая, что происходит, резко обернулся, и тут прямо ему в лицо со шкафа кинулся Черныш. Кот изо всех сил вцепился в рожу негодяя, заставляя того взвыть от боли. Олег вскочил, двумя руками схватил кота и оторвал его от себя. Все лицо его было в крови, едва не пострадали глаза. Рассвирепев, парень попытался пнуть Черныша, но тот сейчас больше походил на дикое животное, нежели на домашнего котика. Он весь распушился, став похожим на шар, его глаза пылали каким-то животным бешенством. Издав дикий вопль, кот вновь атаковал своего противника, вцепившись ему в ногу и прокусив мышцу. Олег вновь заорал от боли, пытаясь стряхнуть себя этого бешеного. Однако Черныш не успокаивался. Женя, не ожидавшая такой реакции от своего кота, жалась в комочек, ожидая, чем закончится эта битва. К своему стыду, парень решил бежать от этого защитника. Схватив сумку с награбленным, он кинулся к дверям, чтобы побыстрее скрыться отсюда, но тут подъехал вызванный соседями патруль полиции. Долго еще смеялись над горе-грабителем в полицейском участке. Еще бы, не каждый домашний кот заставит вора спасаться бегством. А вот Жене было ни капельки не смешно. Она поняла, что теперь рядом с ней есть существо, готовое отдать за нее все свои 9 жизней. И от этой мысли на сердце становилось тепло и приятно, а слезы сами собой начинали катиться по ее щекам. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.